Привет, пилоты! На связи ремейкер, канал TIF.ru, и вы слушаете новый подкаст на волнах Фронтира, где мы говорим... На самом деле говорим о многом. Прошлый выпуск был о противостоянии на рынке мехов западных и восточных, ну а тема текущего ролика плавно переходит из обозначенного ранее. В последние пару недель я активно залипаю в Battletech 2018. Это меха в жанре Turn-Based Tactics, когда сражения происходят на небольших мапах. У нас в наличии лично нами задизайненный отряд мехов, без возможности вызывать подкрепление, мувы юнитов строго идут в порядке очередности, стартуя от начального передвижения и заканчивая ластшотами финального раунда. Правда, здесь приоритет хода имеет свою механику. И все бы ничего, но данная тактика происходит во вселенной Battletech. И во многих моментах игра подражает регуляциям классик настолки, одноименной вселенной. Со множеством оговорок, есть параллели с MechWarrior 5 Mercenaries, и ключевой аспект – данный продукт представляет собой насыщенный микстейп переменных, которые разрабы напрямую, как обычно, почти никак не объясняют. И это само собой не сделало Battletech 2018 года мейнстримом, но все же тактика сыскала большой респект со стороны хардкорных фанов, и на это есть вполне себе солидный сет причин, истоки которых тянутся с самого зарождения серии. Но перво-наперво, а что вы вообще знаете о вселенной Battletech? Уверен, львиная доля публики моего канала, и СНГ-консюмеров в частности, либо вообще не вкупать, что это за юниверс, либо как-то что-то где-то слышали, но особо на этом внимание не заостряли. И было бы довольно печально, ведь данная вселенная – это не что иное, как одна из самых популярных медиафраншиз, посвященных гигантским боевым роботам, управляемых пилотами, которых здесь именуют MechWarriors. Но кроме сражений, Battletech – это еще и аналог Star Wars или Гандама, как по размаху, так и по sci-fi контенту. Основные события происходят между 31 и 32 веком. Это кровавая эпоха междоусобных войн между великими домами внутренней сферы. Противостояние ведется за контроль над планетами, технологиями, например, за утерянными знаниями Звездной Лиги и, конечно же, властью. Battletech – это не только настолка, история которой уходит корнями в 84-85 год, но это и большая серия видеоигр, которая в свое время смогла стать, если не мейнстримом, то вполне заметной и серьезной единицей на рынке видеоигр. Самые культовые представители серии – это MechWarrior 2, про войну кланов, Mech Commander – это реал-тайм стратегия. Самые известные, наверное, это тройка и четверка по части MechWarrior. Что касается четверки, то ее производство пришлось на эпоху Microsoft, когда они выкупили права у закрывшихся перводержателей лицензии, сделали продукт флагманским для своих платформ. На озвучку пригласили актеров из Голливуда, например, Лэнса Хендриксона, ранее сыгравшего андроида во франшизе «Чужой», а именно в «Чужие». Но далее, несмотря на успехи четверки, как выходцы из ниши меха-тематики, Microsoft переключились на Halo, и серия MechWarrior была заправлена под ковер. Стоит отметить, что на текущий момент времени права на лицензии Battletech и MechWarrior находятся у разных правообладателей. Если рассматривать видеоигру в плоскости настолки, мы говорим о Battletech 2018, то здесь разработчики из Haembrand Schemes прям действительно вложились в аутентичность своей тактики, подогнав многие параметры под настолку. К примеру, приоритетность ходов в игре, движения и атаки основывается на уровне инициативы юнитов. И это правило расширяется как на наши, так и на вражеские единицы. Точность самих атак зависит от конкретных модификаторов, а именно дальности целей, наличия укрытий и навыков пилота. То есть, опять же, примерно так же, как в настолке. Разрушение любых компонентов мехов, там оружия, конечностей, радиаторов, боеприпасов – все это происходит по схожим таблицам. Один из ключевых элементов в игре – перегрев – может стать не только причиной отключения меха, но и его взрыва. Кастомизация оружия, брони, джетов – это достаточно увлекательный процесс, но с некоторыми ограничениями, как в Tech Manual. У мехов полно критических зон, например, Торс Арбан мех – это прямая отсылка к настолке. Действие игры происходит также в 3025 году, это эпоха наследных войн, но до вторжения кланов. И само собой есть и некоторые отличия. Например, упрощение по части расчета веса. В настолке он выверяется до 1 грамма.
Инициатива сокращена до 4 фаз, нет правил регулирующих, нет правил для боевой техники, отличимой от мехов. Урон в настолке набирается случайным образом, в игре он частично контролится со стороны игрока, например, выбор зоны для фокуса при юзании мультитаргет. Как видно из вышеперечисленного, разработчики действительно заморочились и попытались передать дух аутентичности оригинала не без сета упрощений в рамках видеоигры, с которой будут ознакомливаться не только там хардкорщики, но и обычные консюмеры. В прошлом ролике мы обсуждали противостояние мехов Запада и Востока, говорили о том, что в Японии мехи это мейнстрим, и, наверное, самый главный момент – мехи Battletech, как и мехи Вархаммера, они выросли из варгеймов. Их дизайн вдохновлен исключительно современной военной техникой, например, Арбан Мех – это САУ на ногах, если японские боевые роботы – это аллегория войны, травма Второй мировой, пацифизм, конфликт человека и машины, то мехи Battletech – это продолжение танков и авиации, и здесь упор делается на реализме, частично физике, логистике и тактике. К примеру, мехи Battletech – это условная сверхтяжелая кавалерия отдаленного будущего. Titanfall – это мехи как супертяжелое расширение войск специального назначения, и в данном случае мехи Battletech, они лишены глубокого социального подтекста. Они инструмент войны, они ее символ. В Гандам война это зло, герой это жертва. В Battletech война это работа, герой это солдат или просто наемник. Стоит отметить, и наверное уже повторно отметить, что Battletech это не только настолка и теперь уже добавочная серия видеоигр MechWarrior или одноименной тактики 2018 года, это еще и глубокий лор, за что собственно фанаты и сильно ценят эту вселенную. Местами он такой же насыщенный, как вселенная Warhammer, но менее мрачный и максимально приземлен к реализму, насколько это возможно в рамках sci-fi сеттинга. Но есть у серии Battletech и один большой минус – это нулевое влияние на массовую поп-культуру. Нет ни мейнстрима игр, ни аниме, ни фильмов, а книги веют скукой и несварением. Ну там для условных любителей фэнтези, 50 оттенков серого и как развестись с женой по методу Лобковского. К тому же Battletech – это достаточно древняя франшиза, она даже старше меня лет так на 5-6. Эта вселенная, она охватывает слишком большой цикл времени, я бы даже сказал, это цикл эпох, бесконечное количество персонажей, военных конфликтов, планет, мехов, ивентов, технологий, подводных камней, о которой вам не расскажут даже фанаты самой серии. Battletech, ну он реально отпугивает потенциальных адептов. И здесь я уже не говорю о настолке. Если говорить про СНГ-регион, то саму настолку Battletech практикуют в очень ограниченном территориальном диапазоне. К тому же отсутствует локализация. А эта переменная для СНГ-региона является ключевым эпизодом. Если возвращаться к тактике, в которой сейчас гамаю, это отдельный элемент всестороннего исследования. Ну а собственно, а что у нас там по сюжетке? И здесь мне особо нечем порадовать фанатов сюжетных игр и тех пилотов, которые начали свое знакомство со вселенной на базе недавно вышедшего MechWarrior 5 Clans, где разрабы сосредоточились на повествовании, о периоде, который известен как вторжение кланов во внутреннюю сферу. И на самом деле очень частично показали эти события глазами небольшого сиботряда клана Дымчатого Ягуара. В кланах завезли полноценное повествование, множество персонажей, плюс-минус занимательную сюжетную линию, множество конфликтов и даже противостояний между главными характерами основной игры, около 40 вполне круто поставленных катсцен 4К, все миссии по колдовому линейны. Ну а если вспоминать последние миссии кампании, у нас есть в наличии аж несколько концовок и тяжелый выбор. Либо действовать по соображениям совести, либо по соображению долга. Так вот, возвращаясь к Battletech 2018, что касается сюжета. Он здесь как бы есть, и я бы даже сказал, что он просто присутствует. Да, в первые минуты игра показывает размах. В нас сходу кидаются простенькими, но крутыми стилизованными катсценами, где рассказывают об основах вселенной, о периоде рассвета человечества и скатывании его в хаос бесконечных войн. Мы начинаем как напарник и бывший ученик матерого наемника Раджу,
вместе с которым мы берем задание по сопровождению коронации одной из многочисленных принцесс, одной из бесконечного множества планет окраин внутренней сферы. Но все как обычно идет не по плану, принцесса подвергается предательству со стороны своей же родни, после чего вынуждена бежать, нашего наставника естественно убивают, принцесса эвакуируется, но вроде как неудачно. А мы совершаем катапультирование, естественно, вынужденное, и через какое-то время попадаем в спасательные руки местных мародеров, лидером которых в дальнейшем, само собой, мы, собственно, и становимся. Далее весь геймплей и, собственно, сюжетная часть игры скатывается в реалии MechWarrior 5 Mercenaries. Мы, собственно, лидеры. Мы вынужденные лидеры отряда наемников, причем отряда наемников на грани банкротства. Наша задача выполнять однообразные миссии на множестве планет по типу убить всех вражеских юнитов, сопроводить на эвакуацию союзный конвой или определенного меха, защитить базу, уничтожить базу, ликвидировать лидера наемников и так далее по списку. На самом деле различия между миссиями есть, их достаточно много, но по большому счету эта разница постепенно размазывается. Когда вы наигрываете там несколько десятков часов и далее, прохождение сюжетной кампании и игры в целом, оно держится на увлекательности и реальной глубине игровых механик. У каждой новой миссии сюжетной ветки есть уровни сложности, поэтому предварительно нам нужно нарабатывать репутацию в побочных квестах, собирать останки мехов и оружия спавших воинов, зарабатывать местную валюту, нанимать новых пилотов, заниматься их прокачкой, апгрейдить мехов, заниматься покупкой всего необходимого на индустриальных планетах. К тому же в игре широкий спектр расходов. Например, мы обязаны ежемесячно выплачивать зарплату нашим пилотам, технику, персоналу, башлять за стоянку и обслуживание мехов, тратиться на апгрейды корабля, что иногда приносит доп. Расходы поверх текущих, денег постоянно не хватает. К тому же после каждой миссии нашим боевым роботам наносится урон разной степени тяжести, а это добавочно ощутимые расходы. Сами пилоты после битвы могут попасть в госпиталь как на пару дней, так и на несколько месяцев, в зависимости от прокачки медблока. К тому же наши воины способны погибнуть. Смерть здесь в 90% случаев, она безвозвратна, за некоторыми исключениями в прямой зависимости от прокачки юнитов и самого корабля. И далее, что вы думаете? После потери прокачанного пилота вам будет нужно нанимать нового или новых, затем пробегаться по низкоуровневым миссиям с целью прокачки рекрутов, потому что эти базовые единицы, они не смогут нормально юзать даже самых дорогих там технологичных мехов. Большинство выстрелов либо в молоко, либо по частичному задеванию противников. В общем, путешествие по сюжету, даже на первой сложности, без понимания экономики, менеджмента имеющихся ресурсов, прокачки корабля, рационального задействования пилотов и кормеханик боевой системы и тех переменных, которые являются ключевыми для поведения мехов на поле боя, в зависимости не только от боевой обстановки, но и от биома, местности, ландшафта, системы укрытий и контрмер со стороны противника. Так сказать, прохождение Battletech может значительно подзатянуться, поэтому, если вы начинающий игрок, не тешьте себя иллюзиями, что вы запустите игру и будете строго следовать сюжетке. Такой опцией игра не располагает. Сама история не блещет ни оригинальностью, ни интересными внутренними конфликтами, ни качеством постановки. Это очередные интриги между вассалами одной из множества систем в духе Игры престолов. Когда по непонятным причинам обычный наемник, который работает исключительно на прибыль, неважно на кого и по каким мотивам, почему-то зачем-то выбирает сторону очередной принцессы, являющейся во всей этой возне очевидным аутсайдером назревающего конфликта. А во вселенной Battletech наемники могут работать какое-то время, к примеру, на дом Курита, вырезая войска дома Давион, потом уже выполняют контракты дома Давион и вырезают войска дома Курита. Если мы работаем на какую-либо сторону довольно непродолжительное время, и так скажем без особого пристрастия, то в общем отношение к нам оно особо не испортится, потому что это обыденность вселенной Battletech. Все используют наемников, и каждый знает, что у них нет и не может быть каких-либо там личных умыслов, а их главная мотивация — это заработок кредитов и возможность поживиться редкими деталями мехов с поля брани. Если наемник начинает осознанно выбирать определенную сторону,
и глубоко проникать в суть конфликтов между домами, ему тут же закрывается доступ в определенные системы, Стор отказывается с ним работать, а на поле боя может появиться третья сторона, которая точно не окажет нам дружеского приема. И почему мы ввязываемся в конфликт между великими домами, зачем так рьяно спасаем эту принцесску, пытаемся вернуть ее на трон и при этом наживая энное количество врагов, игра все это, как обычно, никак не пытается нам объяснить. Ну да, нашего наставника убивают, он принимал участие в боевом воспитании этой девушки, и разработчики решили, что это станет удачным эмоциональным крючком, дабы создать элемент привязанности. Но во вселенной Battletech месть — это роскошь, которую могут позволить себе только богатые дома. Наш же отряд — мы банкроты на дырявом леопарде, вынужденные считать кредиты, а не заниматься восстановлением справедливости на очередной вассальной планетке. Сама Камила Арана – это невыгодный актив, она не способна платить, ее королевство разрушено, помощь ей влечет войну с домом Эспиноза, а у нас вообще нет ресурсов для войны, тем более для войны наследников, даже подобного размаха. Вот если бы мы были реальными наемниками, то скорее всего продали бы ее конкурентам, например, дому Давиан, как политический актив. Поэтому подобное поведение, оно противоречит всем шаблонам. Например, в книгах Battletech наемники, они постоянно меняют стороны без каких-либо колебаний. И лично мое мнение, вот моральный компас сюжетной кампании, построенный на месте за смерть наставника Раджу, это, грубо говоря, полнейший мусор и упущенные возможности. Вот сам бы Раджу, смотря с небес, наверное, сказал бы: «Черт, капитан, мы же наемники. Продали бы эту девку, купили бы себе Атлас». Ну да ладно, все-таки тактика Battletech — это не повествование, а про глубокий игровой процесс. Вот это не просто очередная пострелушка, войнушка с роботами, а скорее шахматы с лазерами, где каждый шаг, угол обзора и процент перегрева решают исход боя. Что касается мехов. В игре представлены 4 класса мехов, они раскиданы по весу. Легкие мехи 20-35 тонн, это разведка и подстрекательство. Яркие представители — это Locust, Firestarter, тактика держаться в тылу и атаковать строго в спину. Средние мехи 40-55 тонн, это про чисто фланговые удары. Можно выделить такие позиции, как Hunchback, Центурион. Тяжелые единицы 60-75 тонн. Здесь у нас представители линии фронта. Thunderbolt, Орион, танкуют уроном, фокусируют огонь. И, конечно же, наши любимые ассолты. 80-100 тонн. Это Dreadnought Atlas и, к примеру, King Crab. Ломают врагов убойнейшими залпами. У каждого класса есть свои изюминки. Например, легкие мехи могут игнорировать вражеский прицел, бонус Evasion, но могут быстро погибнуть от одного точного попадания снайперского лазера. Ассолты же убивают за 1-2 залпа, но быстро перегреваются, что может стать основной причиной их последующего взрыва. Особое влияние на игровой процесс оказывают биомы и системы укрытий. К примеру, лунные, марсианские, пустынные биомы менее благосклонны к работе радиаторов, что приводит к более сложному рассеиванию тепла. В то же время, если мы играем в джунглях или полярных биомах, охлаждение работает на 10-20% качественней, все функции меха, следовательно, меньше перегреваются, лазерные сборки работают более результативно. Здесь же, при игре на холодных биомах, есть возможность демонтажа некоторых радиаторов и накидывания доп. Листов брони, так сказать, для протекта тех же ног или ключевых зон, где установлены мейнганы. Если говорить о системе укрытий, они здесь в наличии и представлены возвышенностями, лесными массивами, городскими постройками и пустынными мапами. Давайте кратко разберем каждую переменную. Горы и холмы дают укрытие плюс к защите и высоту для обзора, но мехи с прыжковыми джетами, они расходуют больше тепла. Далее леса, здесь маскировка, частичное отражение урона, снижение перегрева, но такой массив легко горит от фламеров и немного ограничивает обзор. Далее идет городской массив, здесь множество зданий, которые юзаются как укрытие, можно очень хорошо так запрятать легкие мехи, но постройки легко разрушаемы. Пустыни и лава, здесь нет помех для стрельбы, но перегрев плюс 30%, и мехи передвигаются заметно медленней.
Как видно, возможностей для тактикульности игра предоставляет великое множество. Но здесь мы еще не упомянули скиллы самих пилотов, которые сильно влияют на показатели защиты в тех же укрытиях. Ионные могут быть эффективнее с пассивной обилкой Bulwark на целых 50%. Sensor Lock снимает evasion с вражеского меха, позволяя менее эффективно уклоняться от наших атак. Multi-Target дает возможность вести огонь по 2 и более мехам за один ход. Но Breaching Shot и вовсе игнорирует вышеперечисленные укрытия при однократном выстреле из одного гана. Вот глубинная магия Battletech кроется в том, как игра жонглирует, казалось бы, простыми механиками. Все это сложный тактический пазл, где каждое решение имеет вес. Это не просто там наведи стреляй, а наверное это можно назвать самым настоящим симулятором управления боевыми мехами, где необходимо учитывать десятки переменных. Система перегрева – это гениальное ограничение, превращающее каждый бой в балансирование на грани фола. Можно выпалить полный залп и подкидывать монетку в надежде уничтожить противника. Но так будет до того момента, пока ваш мех не отключится от перегрева, или мы можем вести методичный огонь, рискуя быть уничтоженными первыми. Это постоянный риск-менеджмент, где лучшим решением часто оказывается не максимальный урон, а оптимальный. Хоть и технически карта плоская, высота и ландшафт создают просто поразительную глубину тактики. Позиции на холме дают преимущество в обзоре и стрельбе, но делают нас более уязвимой мишенью. Лес скрывает от вражин, но ограничивает наши возможности для маневров. Каждый биом требует разного подхода, заставляя адаптировать нашу стратегию на лету. А наши мехи, они с одной стороны просто машины, но у каждого пилота есть свой характер, набор навыков и, конечно же, есть свои ограничения. Один может мастерски уворачиваться от огня, но плохо стрелять, другой снайпер, но реакция оставляет желать лучшего. Это все добавляет некий эмоциональный элемент в холодные расчеты. Вы начинаете беречь не просто боевые единицы, а персонажей, каждый из которых маломальски, но имеет свою историю. Могу привести такой пример. С самого начала прохождения моей кампании у меня в отряде работал один из самых результативных пилотов с позывным Glitch. В одной из сюжетных миссий что-то пошло не так, партия затянулась и из ниоткуда появился вражеский арчер. И одним мощным залпом из града ЛРМ снарядов просто снес кабину ее Heavy Dragon без какой-либо возможности на катапультирование, которое я собственно и планировал сделать ранее, но вмешался непредвиденный случай. В итоге сохранений не было, я их не сделал. Делать рестарт миссии после такой душной продолжительности мне собственно не хотелось, и все, что я мог сделать, это лишь почтить память павшего пилота у мемориальной доски славы на своем корабле. Покойся с миром, Glitch. Ты была отменным пилотом. Какие можно сделать выводы по всему сказанному? Battletech, конкретно эта игра, да и сама вселенная в целом, создают уникальный тактический опыт, где победа достигается не через твич-рефлексы или заучивание билдов, а через глубокое понимание взаимосвязей десятков игровых систем. Эта игра, она уважает интеллект игрока, предлагая бесконечные возможности для творчески-тактического мышления. Каждый успех на поле боя вселенной Battletech – это результат не какой-то там рандомной случайности, а тщательного планирования и адаптации к происходящему на экране. Именно поэтому, даже по прошествию сотен часов, Battletech продолжает бросать новые вызовы и открывать неожиданные тактические глубины. Но, возвращаясь в нашу вселенную, продолжайте следить за этим каналом, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер. Отключаюсь.